Санчо близок к аренде в Ювентус. Будущее Мусиалы. Слова Тухеля и Артеты перед ЛЧ. Казимира жалеет о переходе в МЮ. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Мадридский Реал не исключает возможности трансфера полузащитника Реал Сосьедада Кубо. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство королевского клуба пристально следит за прогрессом японца. Ранее игрок принадлежал мадридскому Реалу с 2019 по 2022 год, пока не покинул команду на постоянной основе. Ангелос Постекоглу установил рекорд АПЛ за 9 игр во главе Тоттенхэма. При 58-летнем специалисте лондонцы набрали 23 очка за 9 туров. Ни одному главному тренеру в истории АПЛ еще не удавалось добиться подобного. Казимира считает ошибкой свое решение о переходе в МЮ, сообщает Эль Насьональ. По информации источника, клуб недоволен выступлениями бразильца, а сам игрок также сожалеет о том, что покинул Реал и присоединился к команде, где существует нестабильность как на поле, так и за его пределами. Отмечается, что руководство Дьяволов рассматривает возможность подписания на место Казимира 19-летнего игрока Бенфики Жоао Невиша. Джамал Мусиала дал понять, что пока не хочет уходить из Баварии, сообщает АС. При этом, как отмечают СМИ, 20-летний футболист рассматривает только два клуба для продолжения карьеры – Реал Мадрид и Манчестер Сити. Вингер Милана Рафаэл Леао получил приз лучшему футболисту сентября в серии А. В прошлом месяце игрок забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 5 матчах чемпионата. Мадридский Реал планирует выкупить голкипера Кепу Аризабалагу у Челси по истечению срока аренды. Президент мадридцев Флорентино Перес считает испанца идеальным вариантом на роль второго вратаря. Отмечается, что сливочные готовы заплатить за Кепу 10 миллионов евро. Сам футболист ранее заявлял, что в будущем хотел бы остаться в Реале. Тухель высказался в преддверии матча Лиги Чемпионов с Галатасараем. «Мы рассчитываем выиграть очень трудный матч. Мы будем идти в этом турнире шаг за шагом. Всегда нужно немного удачи. Галатасарай уже давно не проигрывает, и мы здесь, чтобы попытаться прервать эту серию». Полузащитник Лос-Анджелес Galaxy Дуглас Коста покинет клуб, сообщает Фабрицио Романо. По сведениям источника, 33-летний бразилец принял решение завершить выступление за клуб из МЛС. Сообщается, что игроком уже заинтересовались команды Саудовской Аравии. ФИФА назначила новые даты перенесенных ранее матчей сборной Израиля с национальными командами Косово и Швейцарии. Об этом сказано в заявлении пресс-службы организации. Матч израильтян с Косово, который должен был состояться 15 октября, пройдет 12 ноября. Игру со швейцарцами сборная Израиля проведет 3 днями позже, 15 ноября. По информации журналиста Марка Рамон Альвареса де Мона, Реал и Анчелотти ведут переговоры о продлении контракта. Однако, несмотря на это, он уйдет, если сезон пройдет неудачно. Микель Артета высказался о предстоящем матче с Севильей. «Я думаю, что Лига Чемпионов действительно важна для наших молодых игроков. Роль, которую они играют в нашем стиле игры, в нашей команде и в нашем клубе, должна отражаться, чтобы команда росла. У нас есть действительно хорошая смесь. Это будет ценное время». Джейдон Санчо в ближайшее время вряд ли вернется в дортмундскую Боруссию. По информации от немецкого инсайдера Флориана Плеттенберга, трансфер англичанина обратно к шмелям в данный момент выглядит маловероятным. Впрочем, источник также добавляет, что аренда в туринский Ювентус вполне возможна уже ближайшей зимой.
Старая сеньора подтвердила свой интерес и намерена попробовать заполучить Джейдена в январе. Новым главным тренером Шахтера будет назначен босниец Марьян Пушич. Стороны уже подписали контракт. Согласно данным Фабрицио Романо, официально о начале сотрудничества будет объявлено уже сегодня.